Фан почти. Ух ты, меня как чуть не кидануло. Так. Тихо, тихо, тихо. Ну так удачно он у тебя остановил. Привет, друзья! В мае мы с Пашей отправились на 2 дня в Западные Бескиды, от окрестностей Бельска-Бялы через Живецкий край в сторону Рабки. И мы попробуем все. Паша ехал на проверенном КТМ 890 Adventure R, а я на новом CF Moto 1000 MTX. 100 хотя бы. Для меня это была не просто прогулка. Получится все, У каждого нового мотоцикла 2 биографии. затычные места. Первую пишут в каталоге: мощность, момент, подвеска, электроника. А в том, что физически. Вторая начинается там, где заканчивается асфальт. Именно за ней мы и поехали. Пока еще не В плане было 185 километров. На навигаторе это выглядело вполне разумно. Но карта не показывает глубину колеи, размер мокрых камней и тот момент, когда обычная лесная дорога вдруг превращается в секцию для хард-эндуро. Тогда мы еще не знали, сколько раз придется останавливаться, помогать друг другу и поднимать тяжелые мотоциклы. Еще нужно будет заменить ручки на короткие, под 2 пальца. В обед мы все, поехали назад, да. Все злые, недовольные. Ну, я в целом как бы был, мне нормально, мне впечатлений хватило. Первый день был тоже интересный, мне понравилось. Женя говорит, что он, конечно... До CF Moto у меня был мотоцикл Yamaha Tenere 700 Rally 2025 года. Великолепный мотоцикл, узкий, понятный, с живым мотором и правильной геометрией для езды стоя. Такое движение У версии Rally полностью регулируемая подвеска компании Kayaba, широкие титановые подножки и форма кузова, которая почти не мешает перемещаться вперед и назад. Поэтому CF Moto я сравнивал не с рекламной таблицей, а с машиной, на которой уже хорошо понимал собственные требования. На бумаге разница интересная. У Yamaha 689 кубов, 73,4 лошадиные силы и 210 килограммов с полным баком. У CF Moto 946 кубов, 112 сил, 105 ньютон-метров и примерно 219 килограммов снаряженной массы. То есть CF Moto вовсе не легче. Но уже в первые километры тело говорило обратное. Паша, прием. Нам сюда едем. Да. Ну как ты там? Классно я... Сука. Блядь. Чуть-чуть. Почти доехал. Я не поверил в свои силы, что я могу заехать сам. Вот все, уже пошла эта ровная штука, как я говорил. Там уже все, да, я бы уже, если бы сейчас вот этот, я в это уперся в корень и на скользком камушке. Короче, все ездабельно, просто зассал. Ну что, поможешь? Не вкатан еще, надо вкатиться. Я говорю, вот в Португалии вот такое мы все это ездили. Ездил я, просто что там как будто ты знаешь... Первое падение было моей ошибкой. Я не поверил, что мотоцикл дотянет последние метры, закрыл газ и уперся передним колесом в корень.
Но именно здесь проявилось главное качество CF Moto. Он ощущается значительно легче, чем должен. Большую роль играет низко расположенный седловидный бак. В Yamaha полный бак заметнее меняет поведение мотоцикла. CF Moto 22,5 литра находится ниже, поэтому после заправки он не становится тяжелым сверху. Ой, блядь. А во второй день, когда топлива осталось около половины, по ощущениям он начал рулиться как машина класса 170-180 килограммов. И как будто... Это не измерение на весах и не обещание производителя. Это мое ощущение от того, как легко мотоцикл меняет направление, как спокойно исправляет неидеальную траекторию и сколько ошибок прощает райдеру. Давай. Какой свинья. Ой, опять, видишь, потекло. То есть у меня явно проблема. Зад. Помогать тебе? Ну я уже иду. А, это прямо вон река течет. Это вот похоже, что мы с Ильюхой ехали, только был такой более ядреный и много камней. Вот тут тебе за поворотом нужно ходом проскочить. Если ты сейчас не наберешь скорость, то тут много камней, и ты как бы зависнешь. Я тебе рекомендую скатиться вниз и взять ходом. И у тебя все получится. Ты отсюда точно не заедешь. Молодец, хода добавь чуть-чуть. Ровный газ. Отлично, давай, еще чуть-чуть приоткрой. Опа, что-то пошло не так. Ты почти заехал. Ты что-то в конце растерял. Все нормально. Все нормально. Засильно крутанул, видишь? Ты уже так в конце как-то начал, я видел, такие какие-то пируэты делать. Ну ты заедешь, должен уже отсюда заехать попробовать. Пробовал скидывать или тоже давление оставил? Ага. Давай. Все, окей, придерживаю, не бойся, не сцы. Заложи его больше, завали, чтобы баланс был. Вот так. А я примерно здесь и заглох. Тоже потух у меня мотор. Для меня развлечение тяжелое. Я не понимаю, не дойдет со мной. Вот таким, на мой взгляд, это, конечно, должен да, быть лучше бортовой не знать. компьютер мотоцикла 2025-2026 года. Силы на разворот. Ну ладно. 8 дюймов, яркий сенсорный экран, беспроводной CarPlay краткое и обновление по воздуху. После обновлений в мотоцикле появлялись небольшие, но удобные функции, а стартовые недочеты исправлялись без визита в сервис. Обо что ты воткнул? Мне не нужен отдельный навигатор, дополнительный кронштейн и еще один экран над приборной панелью. Yamaha тоже получила большой 6,3-дюймовый TFT с красивым режимом Ray и пошаговой навигацией. Но после полноценной системы CarPlay краткой он воспринимается скорее как хорошая приборка, а не как настоящий мультимедийный центр. Двусторонний квикшифтер, подогрев ручек и сиденья, круиз-контроль – все это у CF Moto уже в базе. На приключенческом мотоцикле такими вещами действительно пользуешься, а не просто перечисляешь их в рекламной брошюре. Колеса в разные стороны, смотри. У низкого бака есть обратная сторона. Передняя часть CF Moto расширяется именно там, куда в сложной ситуации хочется подать колени и корпус. В обычной стойке это почти незаметно. Домыки.
Но когда нужно сильно загрузить переднее колесо, свободы становится меньше. Ну да, он так не тормозит. КТМ здесь удобнее, он уже, И всё, и по нему легче перемещаться в действительно жесткой На секции. якоре тебя держит. Тенера Ралли тоже давала больше пространства. Ямаха специально сделала бак, сиденья и боковины узкими для работы стоя. Для большинства владельцев это не станет проблемой. Но если путешествие все чаще похоже на тренировку по хард-эндуро, эта разница ощущается. Надо все-таки на этом оси. CF Moto способен проехать очень многое, однако его естественная среда – асфальт, грунт и разумный тяжелый оффроуд, а не постоянная борьба на пределе. И тут начинается веселье. Ой, лоси. Третий, четвертый, твою мать. Олени, огромные. Такие кони. Я сначала подумал, это лоси. Это такие олени взрослые. Слушай, я не знаю, но что-то очень огромное. Может, это и лоси. Я тоже, они слишком большие, как будто бы для оленей, да? Ну, может быть, да. Пугал, ты понимаешь? Я про правду говорил. Я не преувеличивал, не преуменьшал. Все как есть. Просто не верится до конца, думаешь, да пиздит он, конечно. Он сам не поверил. Женя сам не поверил. Так, аккуратно. Ой. Я так уже... Блин, я бы на Ямахе, честно говоря, уже бы несколько раз бы упал бы с ее центром тяжести. Вот такие косяки, как я сейчас сделал, ошибки. Этот как-то еще... Подвеска компании Каэба стала для меня одним из главных сюрпризов. Она полностью регулируемая и на разбитой дороге работает собрано. Не превращает мотоцикл в диван, но и не наказывает за каждый камень. Подвески. Ямаха серьезно переработала подвеску Тенеры Ралли 2025 года. Спереди там 43-мм вилка Каэба с ходом 230 мм, сзади 220. Это уже настоящий внедорожный набор. Но по диапазону настроек CF Moto мне показался ближе к ВП на КТМ, только с небольшим запасом комфорта. Вероятно, в этом и состоит его характер. Не замена легкому хард-эндуро, а большой приключенческий мотоцикл, который выдерживает тяжелые секции и при этом не заставляет страдать на обычных перегонах. Да, нормально. Сейчас я соберусь. У меня что-то... Надо все-таки сникерс нужен. Я уже не могу так двигаться, как обычно. Я в левую... Алло. А, ты шлем снял. Я тебе... Алло, а ты молчишь. Чё молчишь? Как-то... А, ну я вот этот момент ехал, я говорю... А, нет, не этот. Ну, сейчас будем поднимать, красавца. А я ему говорю. Думаю, куда ты уехал уже? Ну, оно так и было, просто чуть размотало, потерял ход и все. Я вижу, что ты вон отсюда сюда, и тут уже все пошло не по плану. Надо поднять, съехать туда вниз, вон туда, до поворота, и заново. И все заедется. Да, ну чуть-чуть еще есть, но это вот основной. Все, дальше не будет ничего. Подтягиваем, оттягиваем, что делаем? Давай немножко
Его надо подтянуть, потому что мы... Поставим, и я его на передачу попробую посадить. О. Чтобы подтянуть, нужно... Давай. Я просто чуть дотронулся до колеса. Я думал, что... Сначала руль подниму. Ну, если что, говори. Я... Нет, не идет так. Значит, давай. Надо как-то жопу сюда закинуть. Опа. Стоп, это я в мою ногу уперлись. Ногу доставай. Макарона. Макарона. Давай еще чуть-чуть. Вот так. Все, можно поднимать. Стой, стой, стой. Надо как-то, я не знаю, за что тут. Блин, так неудобно жопу. Если хочешь, можем вдвоем за руль. Масса вся там сейчас на самом деле. Мне тут за жопу. Идеальным из магазина CF Moto не был. Помогать? Первое – подножки. После широких шипастых титановых подножек Тенеры, ралли штатные подножки CF Moto дают меньше опоры и обратной связи. Они просятся на замену. Второе – тяжелый выжим сцепления. Тут такая типа... На техничной секции его приходится дозировать одним пальцем. Через 5-15 минут рука устает, точность падает, и ошибки появляются именно тогда, когда сил уже мало. Это ты устал. Я установил качалку с большим плечом, и выжим стал заметно мягче. Травой. Следующий шаг – оригинальная короткая ручка под 1-2 пальца, которая должна еще немного уменьшить усилие. Штатные покрышки Pirelli, модель Scorpion Rally STR, я сразу заменил на Mitas, модель Enduro Trail XT+. Подскользнулся и все. Эти покрышки уже прошли у меня около 15 тысяч километров на Ямахе и хорошо подходят к нашим влажным грунтам, грязи и местами болотистой местности. Из будущих изменений – литиевый аккумулятор и титановый выхлоп. По расчету выбранных деталей это должно убрать около 5 килограммов и часть массы, расположенной высоко. Реальный результат я покажу после установки и взвешивания. Зато тормоза Brembo уже сейчас великолепны, точные, информативные и по обратной связи очень близкие к КТМ. На Тенеры тормоза оказались заметно мягче. Руль влево максимально. Пашка села гарнитурой. Что, немножко накачаем колесо. Покажу. Первый день прошел. Немножко было грязи. Были падения. Было сегодня все. КТМ тоже сегодня навалялся немножко. К вечеру стало ясно, маршрут мы немного недооценили. Он прилегал. Были крутые затяжные подъемы, мокрые камни, корни и место, куда разумнее приехать на легком эндуро. Но все ихалось, иногда красиво, иногда с коротким уроком от рельефа, а иногда вдвоем поднимая мотоцикл. Первый день дал CF Moto больше испытаний, чем иной долгий обзор. Он падал, нагревался, проходил колеи и все равно оставался понятным. А встреча с 4 огромными оленями напомнила, зачем вообще уезжать с асфальта. Самые сильные кадры невозможно запланировать заранее. Ну классно, мотик, конечно, надо вкатиться, надо немножко допилить по тюнингу. Там типа заменить пеги, педали, вот видите, тут грязь налипает, и когда ее много, немножко теряешь в зацепе на глине.
Ну и они есть пошире, на них удобнее стоять. Вот. Что заметил, рулиться намного легче ехать, чем на Тенеро. Много прощает, там где я бы уже на Тенеро упал. Но есть такой нюанс. Нюанс есть такой, что широкий бак, и смещаться вперед приходится ноги как бы раздвигать. Хочется туда к рулю, когда ты в подъем идешь, подвинуться, и у тебя такое странное положение. Во второй день топлива стало меньше, движение увереннее, а мотоцикл перестал ощущаться новым. Уже не так жарко. Это важный момент любой поездки. Сначала ты проверяешь машину, прислушиваешься к каждому звуку и думаешь о каждом движении. Без кольца. Потом внезапно перестаешь анализировать и начинаешь просто ехать. Да, такие наряженные. Мы уже знали, что маршрут будет непростым, но легче от этого он не стал. Грязь стала глубже, подъемы длиннее, а тяжелые мотоциклы продолжали напоминать о своей настоящей массе всякий раз, когда оказывались на боку. Снял, так не то что холодно, но свежо. Видишь, кто-то... CF Moto давно сотрудничает с КТМ. Объем нового двигателя близок к 947-кубовому LC8C из КТМ 990 Duke R, где официально заявлено 130 сил. Но производители не называют эти моторы одним и тем же. Поэтому не будем придумывать красивую легенду. Важнее результат. У CF Moto собственная туристическая настройка на 112 сил, и в путешествии она работает именно так, как нужно. Мотор CF Moto великолепен. Творится. 946 кубических сантиметров, 112 сил и 105 ньютон-метров. Вот здесь слева будем пробовать. Он эластичный, линейный, с большим запасом на обгоне. Скорости 140-160 набирает легко, без ощущения, что двигатель уже отдал все. Но характер не такой тракторный, как у CP2 на Ямахе. Дело не только в объеме, заметно отличаются передаточные числа. Для путешествий заводская редукция удобна. По ней надо. Если же большую часть времени проводить на медленном бездорожье, я бы попробовал переднюю звезду на один зуб меньше. Передачи станут короче, и работа на малой скорости приблизится к тому, что мне нравилось в Тенере. Это не заводская рекомендация, а настройка под мой стиль езды. Ничего себе ты! А что ты тут делаешь? Ух ты, бляха-муха. Не, я понимаю, я в смысле, зачем ты сюда поехал? Мы ж вон туда ехали сбоку. А-а-а. Не, я объехал, вот правее взялся, потому что тут, смотри, какие тут катакомбы. Тут просто вон, вообще капец. Я не понимаю, как это. Что, поднимаем, что делаем? Тебе надо поднять и вон туда его. Надо как-то давай колесо, наверное, я не знаю, что в переднее сюда занести, что ли. И тебе вот выехать сюда налево, и вон дорожка параллельно идет. По сухому. Там пару веточек, одно бревнышко маленькое будет. Дай минутку. Пахнет тут хорошо. Еловый лес. Давай, давай. Дорогой лес, надо выезжать. Не поддаешься мотивации. А если бы было бы сухо, прикольно вот это ехать, такие. Чух. Интересно. Походу никогда не высыхает.
Да не, высыхает, чего. К примеру, не буду быть наглым. Чего ты? Нет проезда там или что? Ух! Пашка, я роняю. Вот. На ровном месте и не смог удержать. У меня рулем вниз упал. Помощь твоя нужна, и надо быстро. Этот антифриз сейчас начнет вытекать опять. Скорее всего. На ровном месте взял, уронил. Просто вот ничего вообще не... Даже намека не было на падений. Я нет, просто скорость потерял, немножко вправо. Пытался еще удержать, но не смог. Еще. Вот я бы один бы здесь. О, опять нассал. Опять нассал этого антифриза. Я не знаю, что-то расслабился. Булки расслабил. Ай, так. Надо мне сейчас сначала выехать. Надо было мне в эту тропу. А, ну там дальше. Там можно так засесть, что мы здесь заночуем. Я тебе так хочу сказать. Нам надо что-то сейчас будет думать. Ладно, я сейчас выможусь, пойду. Тормоза, появитесь. Ой. Я думал, он будет стоять на этом говне. Может. Подержи. По расходу получилась интересная картина. На быстрых перегонах CF Moto в моем опыте экономичнее Тенеры, а на медленном бездорожье просит примерно на литр больше. Yamaha иногда позволяла увидеть около 3,4 литра на 100 километров. CF Moto обычно был ближе к KTM, и у нас с Пашей расход почти совпадал. Больший бак просто разрешал мне заправляться реже. Так, и тут... Но перед тяжелым днем я не заливал его полностью. За день по такой трассе мы физически проходили около 200 километров, это 8-10 литров топлива. Еду. Я заправлял не бак, а маршрут. Меньше лишней массы, тот же запас спокойствия. Ох. На ровном месте. Начал включать. И... Тут скользко, капец у меня. Кидает. Срывает, кидает колесо. И что далее? А, вот туда едем. Наверх. Ну да, надо. Только надо было атаковать. Раньше начинать.
Сейчас с места будет сложно. Так, с той стороны горы там какая-то тропа идет, и мы по ней съедем и... Ну, давай попробуем. Надо еще раз взять по траверсе хода. Ход вот оттуда начать брать. Где-то там вот я оттуда начну. Глядишь и заедем. Так, прикроем визор. На асфальте электронные помощники – важная страховка. Но на рыхлом спуске передний АБС иногда не дает колесу создать перед собой валик грунта и увеличивает тормозной путь. На моей Тенере полностью отключить передний АБС штатно не получалось, и во время путешествия по Испании и Португалии это несколько раз создавало опасные ситуации. У CF Moto есть режим All Terrain, полная мощность, более резкая реакция и отключение АБС на обоих колесах. В обычном оффроуд задний АБС можно отключить отдельно. То есть мотоцикл позволяет не только уменьшить вмешательство, но и действительно убрать помощников там, где опытному райдеру они начинают мешать. Если коротко и с улыбкой, на бездорожье АБС и трекшн прекрасно ровно до того момента, пока не мешают ехать. Так. Тихо. Блин, мутный чел. Бардзо мутный чел. Ты видел, да? И как раз такой злочастный поворот, где не видно ни хрена, понимаешь? Ни минут, ни там 5 секунд бы там раньше, да? Нет, именно вот на таком месте. Квады. Да, у меня было 2 даже квадрика. Ай, скучно очень скучно. Намного ты чё. Вообще бы ты тут скучал вот поэтому ездить. И перевернуться стрёмно, легко. Ну, короче, тут не перевернешься, но неинтересно. Ух, подкинула. Я так уже говорю, боюсь сильно газовать, мало ли кто-то навстречу. Тут хочется открыться. Но... С квадриком тоже, и ты, и он. Эту дуру, это как в стену врезаться. 400-500 килограмм. С хорошим зацепом. После этих 2 дней мой вывод не изменился. Я очень доволен покупкой. Там участки в районе... CF Moto почти во всем оказался не хуже моей Tenere Rally, а во многом удобнее.
Он легко управляется, комфортен на перегоне, мощный, хорошо оснащен и достаточно честный на грунте. Да, у него есть недостатки: подножки, тяжелое сцепление и не идеальная свобода движения вперед в стойке. Как-то заезжать можно было. Для самого жесткого бездорожья КТМ и узкая Тенера дают райдеру больше пространства. Но если сегодня можно было бы выбрать любой новый приключенческий мотоцикл без оглядки на цену, я снова остановился бы на CF Moto 1000 MTX. Вот так вот и Не потому, что он идеален, а потому, что лучше всего совпал с тем, как именно я езжу. Такой был бомж-колядун. О, тут такие пласты. Автобан почти. Ух ты, меня как чуть не кидануло в обрыв. Я чуть в обрыв не улетел. Прикинь. Ох ты. Это старая дорога. Тебя? Ничего себе. Ага. Что там было? Что случилось? Ты чего? Помощь нужна? Ты живой? Иду помогать. Я думаю, что-то ух ты. Думаю, что там. Ну так удачно он у тебя остановился. Съехал. Подожди. Давай. Каких потерь? Все, едь, становись. Держи, сейчас упадет в ту сторону. Я отпускаю, я не могу держать. Все в балансе. Ну-ка дай по жопе ударю. Ох ты, по заднице. И ты как бы не вписался в поворот или что еще? Стой, надо тебе ветку достать с тормозилок задних. Понятно. Я что-то говорит, ух ты, думаю, что там случилось? Вроде едем не спеша. Я там темп. Короче, да, надо уже не все, финиш, да, не едем. Надо, значит, в теньке остановиться, накачать колеса. И что еще? И номер надо прикрутить мне. За 2 дня мы с Павлом получили именно то, ради чего ехали. Сложную дорогу, красивое место, несколько маленьких побед и эмоций, которые останутся надолго. Главное после такой поездки не цифры пробега. Остается лес, огромные олени, крутые подъемы и человек, который рядом, когда тяжелый мотоцикл снова решил прилечь. Паша, огромное спасибо за компанию. А вам спасибо, что проехали этот маршрут вместе с нами. Если хотите увидеть следующее путешествие и продолжение истории CF Moto 1000 MTX, подписывайтесь на канал. Мы уже готовимся к новым приключениям.